Вчера, а точнее уже сегодня в ночь, заставив всех подождать 1,5 часа, Владимир Путин провел первый в истории ночной брифинг в Кремле. Понятно, чего все ждали от такого мероприятия. Что Путин согласится на 30-дневное перемирие. Ну или откажется от него и будет чем-то грозить. Ну, Путин, если вычесть реверансы в сторону северокорейских солдат, сказал, что перемирие прекращается, война продолжится, но в качестве альтернативы предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции без предварительных условий с 15 мая. Естественно, когда основная часть нашего сегодняшнего разговора готовилась к эфиру еще вечером, мы никак не могли ожидать, что Путин решит в одностороннем порядке пообщаться с журналистами глубокой ночью. Обычно в такие моменты текст приходится начисто переписывать, и мы выходим с 5-минутным роликом. Но не сегодня. Сегодня, как оказалось, мы угадали все буквы и верно назвали слово, даже не зная, что Путин будет выступать. Он вновь сделал все от себя зависящее, чтобы подменить разговор о конкретном и понятном предложении с проверяемым результатом на что-то максимально размытое. Вместо перемирия предложить переговоры, которые могут идти вечно. Не должно выглядеть для Дональда Трампа все так, что Путин из переговоров выходит и мира не желает, от перемирия отказывается. Но не должно и быть взято на себя никаких конкретных обязательств. Зафиксировав очередные 1,5 часа, которые были бессмысленно вычтены из жизни человечества, следует перейти к рассуждению о новостях о переговорном процессе. Переговоры об этом перемирии – та тема, подобной которым на нашем канале особенно не бывало. Мы привыкли описывать последовательные сюжеты. У них есть начало, середина и конец. И хотя бы ориентировочно можно понять, в какой из этих точек мы находимся. Перемирие же сюжет мерцающий. То нас старательно убеждают, что вот-вот уже все подпишут и все на все согласны, то снова происходит событие, массированная атака, например, и становится ясно, даже если какие-то разговоры и ведутся, в реальности отражения они не имеют. Новый эпизод прежнего сюжета в том, что весь мир, видимо, решил, если Путин объявил 3-дневное перемирие, то нужно немедленно хватать его за показавшийся из кустов хвост и вытягивать на продолжительное прекращение огня на 30 дней. А там уж и на мирные переговоры. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц с несвойственной европейским политикам уверенностью позавчера вдруг объявил, соглашение о прекращении огня, скорее всего, поспеет уже в текущие выходные. Целый десант европейских лидеров высадился в Киеве и, заручившись поддержкой Трампа, заявил о полном согласии с 30-дневным перемирием. И даже Песков вроде как отвечает на это не привычной формулой «отдайте нам Херсон с Запорожьем и потом, может быть, обсудим», а интересничает и говорит о нюансах, которые нужно перед перемирием утрясти. Рассматривать этот эпизод можно с двух сторон, причем с обеих совершенно обоснованно. С одной стороны, мы с вами вновь имеем дело со словами, причем в основном со словами той стороны, которая эту войну не начинала и не ведет, но с самого начала стремилась установить мир. Да, слова эти звучат от более ответственных людей, чем нынешняя американская администрация, в частности, от канцлера Германии. Но что еще мы могли бы услышать от большого европейского лидера? Никакого перемирия и война до победного конца? Понятно, что немецкий канцлер в подобной ситуации выдаст желаемое за действительное. Пока никакого отражения в реальности у слов Мерца нет. Мы не слышим о встречах российской и украинской делегаций хоть где-нибудь. Не слышим ни о каких переговорных процессах, которые, согласно заявлениям, вот уже послезавтра должны привести к результату. Наоборот, у нас есть предупреждение американской страны, что в ближайшие дни по Киеву ожидается большой удар. Если американская страна права, а после 24 февраля и после Крокуса мы перестали к таким заявлениям относиться с полнейшим скепсисом, то уже точно ни с каким перемирием на 30 дней этот удар сочетаться не будет. Да, заявление Мерца – это не заявление Уиткофа или Венса, но и разглядеть тот процесс, который должен столь стремительно привести к результату, пока совершенно невозможно. Пока все непереговорные новости свидетельствуют о том, что завтра война продолжится с прежней силой. С другой стороны, совершенно очевидно, что происходящее – способ давления на Путина в его отношениях с Трампом. Складывается вполне четкая медийная картинка. Украина за прекращение огня. Все ее европейские союзники за прекращение огня.
Все они собрались вместе, позвонили Трампу, и теперь осталось всего одно препятствие. Оно сидит в Кремле, и взгляды всего мира на него обращены. Ну что, давай, твой ход. Очевидно, все уверенные заявления, которые мы сейчас слышим, имеют именно такую цель – лишить Путина пространства для маневра. Лишить Путина возможности переводить разговор на другие темы, вроде поставок газа в Европу. Трамп должен убедиться, что есть один единственный в этом мире субъект, который хочет продолжать вести войну. И хотя у нас нет оснований думать, что разговоры эти будут иметь отражение в реальности, сами по себе они не бессмысленны. Они, по крайней мере, расставляют некоторые точки. Вот это бесконечное вождение американского президента за нос по экватору, процесс, где неловко становится за всех участников, имеет шанс закончиться. Подвигнет ли это Путина на какие-то действия? Скорее нет, чем да. Понятно, почему Путин объявил пасхальное перемирие. Он пытался впечатлить Трампа и его консервативных избирателей. Понятно, зачем объявил перемирие на время торжеств ко Дню Победы. Нужно было вести парад на одной из Си Цзиньпинем трибуне таким образом, чтобы Москва не отбивалась от дронов. Зачем ему 30-дневное перемирие, которое, очевидно, является первым и главным шагом к полному прекращению боевых действий? Это из дня сегодняшнего объяснить совершенно невозможно. Ни зачем ему это не нужно. Прямой отказ от него явно выбесит Дональда Трампа, с которым очень хочется тянуть переговорный процесс до второго пришествия. Да, это аргумент. Но, во-первых, прямого отказа, как мы видим, и нету. Будут заявления Пескова о том, что нужно утрясти нюансы, а процесс этот никак по времени не ограничен. Ну или вот, можно вести переговоры, которые можно 15 мая начать в Стамбуле и долго утрясать нюансы там. Во-вторых, Трамп и без того уже устал от всей этой свистопляски. В отличие от европейских лидеров, сейчас даже победных реляций он не пишет. Похоже, он понял, на этом поле никакой нефти ему не добыть. В-третьих, нельзя не признать, что марлезонский балет с администрацией Трампа все равно рано или поздно закончится. Переговоры, которые ведутся не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы тянуть время, неизбежно придут к тому, что время выйдет. Месяцем раньше или месяцем позже, но настанет момент, когда второй стороне надоест, что над ней издеваются. Переговоры сойдут на нет сами собой. Да, это некоторая утрата, если Трамп прямо сейчас решит, что всему конец. Но утрата неизбежная. Факт заключается, к сожалению, в том, что режим прекращения огня заканчивается уже сегодня. Вчера, в момент написания и записи этого ролика, уже ночью по московскому времени никаких заявлений от Путина о том, что он собирается это продолжать, не последовало. А значит, ничего не помешает войне возобновиться с утра в полном объеме. Пока выглядит так, что происходящее – это такое глобальное заигрывание с американской администрацией, имеющее крайне опосредованное отношение к положению на фронте. Есть ли надежда, что в ситуации всеобщего давления Владимир Путин разглядит свой шанс на красивый мир? Ну, гипотетически может быть все что угодно, включая вариант, где Путин завтра подаст в отставку. Но практически же совершенно непонятно, чем эта ситуация отличается от той, что была ровно 2 месяца назад. 11 марта Дональд Трамп, еще полный переговорного энтузиазма, пришел к Путину с согласием Украины на 30-дневное перемирие без условий. Сейчас Путину предлагают такое же перемирие. К консорциуму примирителей присоединились еще и европейцы, но это обстоятельство для Путина уж явно мало что меняет, а если и меняет, то не в нужную сторону. Можем ли мы допустить, что это просто финал длинной кулуарной истории торга и договоренностей, которые уже давно заключены, просто стали публичны только сейчас? Ну, опять же, гипотетически может все что угодно быть. И вообще-то обычно мирные переговоры так и ведутся. Обычно публика узнает о них уже тогда, когда торжественной подписи сторон ждет только финальный какой-то компромисс. В мире классической дипломатии так и должно работать. Но совсем не в нынешнем мире, где у всех лиц, принимающих решения, руки чешутся высказаться в приложении x.com, а язык побазарить с журналистами. В мире, где ото всех течет любая информация, где каждый, особенно в американской администрации, стремится объявить себя победителем в битве, которая еще даже не началась, и разделить шкуру медведя, который еще не родился, сложно в таком мире представить, будто мы прям чего-то такого вот не знаем. О переговорах, которые шли последние 3 месяца, мы узнавали все тут же, в прямом эфире, включая такие интимные подробности, что Уитков общался с российской делегацией через переводчика не Госдепа своего, а российского Кремля. Мы знаем, как Трамп реагировал на любые действия сторон, кто ему нравился, а кто его раздражал. Мы знаем, что переговоры эти в части прекращения войны не сдвинулись ни на шаг с февраля, когда они, собственно, и начались.
Если представить, что сейчас перед нами финал какого-то секретного действа, то придется поверить, будто все увиденное нами ранее было отвлекающим маневром, а настоящие переговоры велись с другими людьми в других местах, что крайне сомнительно и звучит как теория заговора. Когда об успехе с такой уверенностью говорит сам канцлер Мерц, хочется ему верить. Но пока похоже, что уверенность канцлера строится только на том, что если Путин может объявить трехдневное перемирие, то совместными усилиями его можно продавить и на 30-дневное, и больше ни на чем. Но на самом деле те 3 дня события совершенно изолированные. Там есть конкретные мотивы и конкретная дата. Это не выглядит как первый шаг по дороге в 1000 ли. С течением времени все больше акторов, каждый со своими мотивами, торгуют надеждой. Но все сложнее найти для этой надежды реальные основания и всерьез их обсуждать. Все больше похоже на то, что Трамп просто ввел моду на миротворчество, и им исключительно как повседневной рутиной кинулись заниматься все высокопоставленные должностные лица. Потому что теперь такое носят. В прошлом сезоне носили разговоры о правозащите и климате. Теперь же в тренде бесконечно всех мирить. Тренд хороший, ничего не скажешь. Но не похоже, что пока мы хоть как-то приблизились к перемирию. До завтра.